Елена стояла у панорамного окна на 45-м этаже небоскреба. В ее руках была тонкая папка с личным делом сотрудника. На первой странице до боли знакомое лицо. Марк. Тот же волевой подбородок, та же самодовольная полуулыбка, которая когда-то заставляла ее сердце замирать, а позже сжиматься от холода. Завтра утром она подпишет приказ. Уволен в связи с систематическим невыполнением ключевых показателей и профессиональной непригодностью. Иронично. Человек, который всю жизнь измерял ценность людей их статусом, оказался на дне собственного рейтинга. Елена коснулась холодного стекла лбом. Память — коварная штука. Она мгновенно перенесла ее на 5 лет назад, в тот дождливый вечер, когда ее жизнь, казалось, рассыпалась на острые осколки. Их семейная жизнь в пригороде всегда напоминала идеально поставленный спектакль. Марк был восходящей звездой в крупном девелоперском холдинге. Он любил повторять: «В семье должен быть один капитан, и это я». Элина приняла эти правила игры. Она создавала уют, пекла лимонные тарты, выбирала ему галстуки и следила за тем, чтобы дом сиял чистотой. Но у Элины была тайна. По ночам, когда Марк засыпал, она уходила на кухню, включала старую лампу и погружалась в мир чертежей и 3D-моделирования. Она изучала архитектурный дизайн. Это была ее отдушина и ее тихая мечта о собственном бюро. Однажды вечером они принимали гостей, коллег Марка. Вино лилось рекой, разговоры вращались вокруг акций и новых контрактов. «А чем занимается ваша очаровательная супруга?» — спросил один из топ-менеджеров, вежливо взглянув на Елену. Она не успела открыть рот. Марк громко рассмеялся, приобняв ее за плечи так сильно, что пальцы больно впились в кожу. «О, Еленочка у нас магистр быта!» — провозгласил он, вызвав одобрительные смешки. «Она возомнила себя великим дизайнером, представляете? По ночам рисует какие-то домики в тетрадке. Я ей говорю: дорогая, твой потолок — это цвет штор в нашей спальне. Зачем забивать красивую голову сложными вещами? Твое место — вдохновлять меня на подвиги и вовремя подавать ужин. Без моего руководства она даже стиральную машинку правильно не включит, не то что бизнес построит. Она у меня абсолютный 0 в делах. Зато борщ на твердую 5. Елена чувствовала, как кровь приливаясь к лицу. Смех гостей казался ей гулом роя разъяренных ос. Она посмотрела на Марка. Он выглядел таким уверенным, таким правым в своем превосходстве. В тот момент она впервые почувствовала, как внутри что-то надломилось. Кризис наступил внезапно. Марку предложили место в совете директоров, но условием было соответствие новому уровню. И Елена с ее тихими амбициями и скромными нарядами больше не вписывалась в этот уровень. Развязка произошла буднично. Елена вернулась домой из улицы и обнаружила свои вещи, те немногие, что принадлежали лично ей, упакованными в 2 старых чемодана. Они стояли прямо на лестничной площадке. Марк стоял в дверях, скрестив руки на груди. Рядом с ним, в тени прихожей, виднелся силуэт женщины. Софи. Она была яркой, резкой, пахла дорогим парфюмом и работала в отделе стратегического планирования. Она была статусной. «Извини, Елен», — холодно произнес Марк. «Мы переросли друг друга. Точнее, я перерос. Мне нужна соратница, а не домохозяйка с претензиями. Я подал на развод. Квартира оформлена на мою компанию, так что, сама понимаешь». «Ну, Марк, я же поддерживала тебя все эти годы. Я работала над твоими презентациями, Ты делала то, что должна делать жена успешного человека», — оборвал он ее. «Не льсти себе. Посмотри на себя. Кому ты нужна со своими детскими мечтами о бизнесе? Ты 0 без моей фамилии и моего кошелька. Иди к маме, вари борщи там. Может, найдешь себе какого-нибудь почтальона.
Будете вместе мечтать о великом». Марк закрыл дверь. Щелчок замка прозвучал, как выстрел. Елена стояла в пустом подъезде, сжимая ручку чемодана. На улице начинался ливень. У нее не было работы, почти не было денег на счету и не было плана. Она спустилась на первый этаж, села на чемодан и закрыла глаза. В голове набатом звучали его слова. «Ты — 0». «0», — прошептала она в пустоту. 0 — это начало системы координат. С этой точки можно строить в любую сторону. Лена подняла голову. В отражении темного окна на нее смотрела женщина, которую она почти забыла. Женщина с холодным блеском в глазах и сжатыми в тонкую линию губами. Лена достала телефон и набрала номер своей старой подруги по университету, которая когда-то звала ее в небольшой стартап по городскому озеленению. «Привет, Клара. Твое предложение еще в силе? Мне нужно где-то переночевать, и мне нужна работа. Любая. Я готова начинать с чертежей парковок, если потребуется». Тогда, 5 лет назад, стоя под дождем, Лена не знала, что этот 0 станет ее самым мощным преимуществом. Ей больше нечего было терять. А значит, она была свободна. Елена оторвалась от окна. В кабинете было тихо. Завтра она увидит его лицо, когда он поймет, что тот самый 0 теперь владеет контрольным пакетом акций его жизни. Но радости мести не было. Было лишь глубокое, спокойное осознание пройденного пути. Елена села в кресло и открыла ноутбук. Нужно было подготовить речь для завтрашнего собрания акционеров. Речь о том, что настоящая сила — это не умение унижать слабых, а способность построить сад там, где все видели только пепелище. Первые полгода после развода Елена помнила как в тумане, сквозь которые проступали лишь 2 вещи — бесконечные таблицы в Excel и дешевый растворимый кофе. Елена поселилась у Клары в крошечной квартире-студии, где спальным местом ей служил старый раскладной диван. Каждое утро начиналось в 5. Пока подруга спала, Елена занимала единственный стол, заваленный эскизами и чертежами. Ее первая работа в компании Клары была далека от высокого искусства. Она проектировала дренажные системы для пригородных заправок и чертила планы пожарных выходов для складов. «Элен, ты же талантливый дизайнер», — вздыхала Клара, глядя, как подруга высчитывает уклон сточных канав. «Тебе нужно творить, а ты возишься с грязью. Чтобы построить замок, нужно сначала понять, как из него будет уходить вода», — спокойно отвечала Елена. В те дни она научилась экономить на всем. Елена знала, в какой час в супермаркете уценяют вчерашний хлеб, и научилась чинить туфли суперклеем. Но самым сложным было не безденежье, а внутренняя пустота. Иногда, засыпая под шум дождя за окном, она ловила себя на мысли: а вдруг Марк был прав? Вдруг я действительно просто тень, которая возомнила себя светом? Перелом случился через год. Их маленькой фирме «Нишевые ландшафты» подвернулся объект, от которого отказались все крупные игроки города. Это была старая территория заброшенного кирпичного завода на окраине. Почва была отравлена химикатами, кругом груды битого кирпича и ржавой арматуры. Бюджет был мизерным, а сроки — вчера. Застройщик хотел превратить это место в арт-пространство, но не знал, с какой стороны подойти к этой свалке. «Я возьмусь», — сказала Елена. «Ты с ума сошла?» — Клара округлила глаза. «Там работы на полгода только по очистке, а у нас 3 недели до презентации проекта городу». «Мы не будем ничего вывозить», — Елена придвинула к себе план участка. «Мы сделаем этот мусор частью концепции. Индустриальный сад, ржавчина, кирпич и дикие травы, которые выживают в любых условиях. Как мы». Следующие 3 недели она жила на этом заводе.
Елена лично лазила по завалам, измеряла уровень pH почвы, договаривалась с местными рабочими. Ее руки, когда-то знавшие только нежные мыло и кремы, покрылись мелкими порезами и мозолями. Елена перестала смотреться в зеркало. Ее единственным зеркалом были чертежи. В день презентации она стояла перед комиссией в недорогом, но тщательно отутюженном костюме. Когда она закончила рассказывать о том, как старая труба завода станет вертикальным садом, а битый кирпич — основой для экотруб, в зале воцарилась тишина. «Это смело», — сказал председатель. «И это в 3 раза дешевле любого другого проекта. Почему вы уверены, что растения там приживутся?» «Потому что я сама там прижилась», — ответила Елена, глядя ему прямо в глаза. «Если правильно использовать то, что другие считают мусором, можно создать шедевр». Проект «Кирпичные сады» стал сенсацией. О нем написали в архитектурных журналах. Это была первая победа. Маленькая, но настоящая. Прошло 2 года. Время начало ускоряться. Елена больше не жила у Клары. Она арендовала небольшую, но светлую квартиру и открыла свою собственную компанию «Новосфера». Елена принципиально не брала кредитов, развиваясь на чистой прибыли. Ее стиль, сочетание грубых материалов и нежной зелени, стал узнаваемым брендом. Однажды, обедая в деловом центре, она случайно увидела Марка. Он выходил из дорогого ресторана в сопровождении Софи. Марк выглядел так же: безупречный костюм, властный голос. Но что-то изменилось. В его движениях появилась какая-то суетливость, а Софи постоянно смотрела в телефон, явно скучая. Елена поймала себя на том, что ее сердце больше не пускается вскачь. Не было ни боли, ни желания подойти и что-то доказать. Было лишь странное чувство, будто она смотрит на актера из фильма, который когда-то ей нравился, но теперь кажется скучным и предсказуемым. «Елена?» — окликнул ее знакомый голос. Это был один из бывших коллег Марка, который теперь работал в Министерстве инфраструктуры. «Слышал о твоем успехе с реновацией набережной? Впечатляет. Кстати, ты знаешь, что холдинг, где работает твой бывший, сейчас в глубоком кризисе? Они вложились в огромный проект элитного жилья, который заморозили. Сейчас их выкупает крупная международная инвестиционная группа». Елена вежливо улыбнулась. «Да, я слышала новости рынка». Елена не сказала ему главного, что именно ее компания «Новосфер» была тем самым секретным партнером, который консультировал эту инвестиционную группу, и что именно по ее рекомендации было принято решение о слиянии. К концу 5-го года трансформации Елена превратилась в женщину, которую невозможно было не заметить. Не из-за кричащей роскоши, а из-за того особого спокойствия, которое дает только честно заработанный авторитет. Елена научилась быть жесткой в переговорах и милосердной к тем, кто совершил ошибку, но хотел ее исправить. Она помнила, как это, когда в тебя не верят. Поэтому в ее компании работало много талантливых новичков, которых другие считали неперспективными. Сделка по поглощению холдинга Марка длилась 3 месяца. Елена намеренно держалась в тени, работая через юристов и доверенных лиц. Она хотела, чтобы все было официально и безупречно. Это была не месть, это был бизнес. Вечером, накануне официального объявления о смене руководства, Елена сидела в своем новом кабинете. На столе лежал список сотрудников, подлежащих сокращению из-за низкой эффективности. Марк был в этом списке под номером 1. За последние 3 года он не закрыл ни одного крупного контракта, выезжая на старых связях, которые постепенно таяли. Елена вспомнила, как он швырял ее вещи в подъезд. «Ты 0 без моей фамилии». Елена взяла ручку и на мгновение зависла над бумагой. Можно было просто подписать.
Можно было вызвать его и насладиться моментом. Но Елена понимала, та женщина, которая хотела бы мести, давно исчезла. На ее месте была та, которая просто ценила профессионализм. А как профессионал Марк действительно больше не соответствовал уровню компании. Завтрашний день должен был расставить все по местам. Елена выключила свет и вышла из офиса. На парковке ее ждал автомобиль. Садясь в кресло, она вдохнула аромат кожаного салона и свежих цветов, которые всегда стояли у нее в вазе на заднем сиденье. Жизнь не просто дала ей второй шанс. Она позволила ей построить саму себя заново, из того самого битого кирпича, который Марк когда-то выбросил на помойку. Утро в главном конференц-зале холдинга «Глобал Строй» началось с тревожного шепота. Сотрудники сбивались в группки, обсуждая одно и то же. Кто станет новым владельцем? Кто останется, а кто пойдет на улицу? Марк стоял у кофейного автомата, поправляя идеально выглаженный манжет. Он старался сохранять вид человека, который все контролирует. Вчера он допоздна просидел в баре с Софи, убеждая ее и себя, что его опыт незаменим для новых инвесторов. «Послушай», — говорил он, прихлебывая виски, — «они не дураки. Им нужны люди, которые знают этот город как свои 5 пальцев. Я — лицо этой компании. Новый босс еще будет просить меня остаться». Софи кивала, но в ее глазах уже не было того восхищения, которое грело его. Ей нужны были результаты, а не рассказы о былом величии. В зале погас свет, и на огромном экране появился логотип «Новосфир». Марк нахмурился. Название казалось знакомым, но он не мог вспомнить, где его слышал. Наверное, какая-то мелкая контора, удачно вложившаяся в экологические тренды. «Дамы и господа», — прозвучал голос ведущего, «позвольте представить вам председателя совета директоров объединенной группы компаний Елену Вальмонт». Двери в конце зала распахнулись. Марк почувствовал, как во рту пересохло. По проходу шла женщина. Уверенная походка, лаконичный темно-синий костюм, волосы уложены в безупречный узел. На ее лице не было ни тени волнения. Это была Елена. Его Елена. Та самая, чьи чертежи он называл мазней, и чье место, по его глубокому убеждению, было у плиты. Весь зал затаил дыхание. Елена поднялась на трибуну, открыла папку и обвела взглядом присутствующих. Когда ее глаза на секунду встретились с глазами Марка, он почувствовал, как пол уходит у него из-под ног. В ее взгляде не было ярости. В нем было нечто гораздо более страшное. Полное, абсолютное равнодушие. Так смотрят на стул или на старую газету. «Добрый день, коллеги!» Ее голос, усиленный микрофонами, звучал мягко, но в нем чувствовалась сталь. Мы начинаем новую главу. Мой стиль управления прост. Мы ценим идеи, трудолюбие и результат. Мы не ценим статус, надутые авторитеты и тех, кто считает, что старые заслуги позволяют им работать в полсилы. В ближайшие 2 дня каждый из руководителей отделов пройдет личное собеседование. Спасибо. Марк не помнил, как вышел из зала. В ушах стоял гул. Это какая-то ошибка. Билась в голове. Это розыгрыш. Она не могла. Откуда у нее деньги? Кто за ней стоит? Его вызвали в кабинет через 3 часа. Секретарша, которая раньше заискивающе улыбалась Марку, теперь смотрела мимо него. «Проходите, господин Марк. Вас ожидают». Он вошел. Кабинет был залит светом. Елена сидела за столом, просматривая какие-то документы. Она не подняла головы сразу, заставив его простоять у двери лишнюю минуту. Минуту,
которая показалась ему вечностью. «Присаживайся», — наконец сказала она, не глядя на него. Марк сделал шаг вперед, пытаясь вернуть себе привычную уверенность. Он решил сменить тактику — нападение через фамильярность. «Элен, послушай, это впечатляет, правда. Не знаю, как тебе удалось все это провернуть, но я рад за тебя. Видимо, мои уроки жесткого бизнеса не прошли даром, а?» Он попытался улыбнуться, но губы не слушались. Елена медленно подняла глаза. В них светилась тихая ирония. «Твои уроки? Марк, единственное, чему ты меня научил, это тому, что нельзя доверять людям, которые строят свое величие на унижении других. Но мы здесь не для воспоминаний». Елена положила перед собой его личное дело. «За последние 2 года твой отдел показал худшие результаты по привлечению инвестиций. Ты провалил тендер по Синим холмам, ты упустил контракт с муниципалитетом, ты тратил больше времени на обеды с нужными людьми, чем на реальную работу. Твои показатели — это...» Она сделала паузу. «Это абсолютный 0». Слово «ноль» ударило его как физический объект. «Ты мне мстишь», — прошипел он, теряя лицо. «Ты просто хочешь отыграться за развод. Это непрофессионально, Елена. Ты не можешь уволить меня только потому, что мы когда-то были женаты». «Я увольняю тебя не потому, что мы были женаты», — спокойно ответила она. «Я увольняю тебя потому, что ты стал балластом для этой компании. Если бы на твоем месте был любой другой человек с такой эффективностью, он бы вылетел еще полгода назад. Твоя фамилия и связи больше не работают. Здесь работают только цифры». Она придвинула к нему приказ об увольнении. «У тебя есть час, чтобы собрать вещи. Выходное пособие будет выплачено согласно контракту. Никаких дополнительных бонусов». Марк смотрел на приказ. Его руки дрожали. «Ты хоть понимаешь, что ты делаешь?» — выкрикнул он. «Я найду работу у конкурентов. Я заберу своих клиентов». «У каких клиентов, Марк? Те 5 компаний, которые еще работали с тобой, уже перешли к нам на прошлой неделе. Им понравился мой подход к устойчивому развитию. Им не нужны твои ужины. Им нужны современные проекты». Елена встала, давая понять, что разговор окончен. «И еще одно, Марк. Когда 5 лет назад ты выбросил мои вещи в подъезд, ты сказал, что я фон, что я удобный диван. Так вот, посмотри на эту комнату, посмотри на это здание, посмотри на сады, которые я строю по всей стране. Это не фон, это реальность, которую я создала сама. А ты остался в том самом дне, когда решил, что твоя жена — это человек 2-го сорта». Марк молча взял лист. Ему хотелось что-то ответить, бросить какую-то колкую фразу, которая бы уязвила ее, но он вдруг понял — это бесполезно. Елена действительно была выше этого. Елена не мстила ему. Она просто вычеркнула его из своей жизни, как досадную ошибку в расчетах. Когда дверь за ним закрылась, Елена снова подошла к окну. Она видела, как Марк выходит из здания. В его руках был небольшой картонный ящик. Он выглядел маленьким, сутулым и очень одиноким на фоне огромного стеклянного фасада ее офиса. К нему подошла Софи, они о чем-то спорили, и через минуту она развернулась и ушла в другую сторону, оставив его стоять посреди площади. Елена сделала глубокий вдох. В груди не было триумфа. Была только удивительная, звенящая легкость. Она вспомнила тот вечер на кухне, запах борща и скомканный лист ватмана в мусорном ведре. Справедливость — это не когда зло наказано. Справедливость — это когда ты находишь в себе силы стать тем, кем тебе всегда было суждено быть.
несмотря на то, что самый близкий человек твердил тебе, что ты ничто. Елена вернулась к столу. На сегодня было запланировано еще много дел. Обсуждение нового проекта детского центра и встреча с архитекторами из Копенгагена. Жизнь продолжалась. Яркая, сложная и абсолютно ее собственная. Мораль истории. Никогда не позволяйте чужому неверию стать вашим потолком. Часто те, кто громче всех смеется над вашими мечтами, делают это лишь потому, что сами слишком боятся мечтать. Ваша лучшая месть — это не ответное зло, а ваш собственный неоспоримый успех. А в вашей жизни были люди, которые в вас не верили, чей смех стал для вас топливом, чтобы доказать обратное? Поделитесь своими историями в комментариях. Возможно, ваш опыт вдохновит кого-то прямо сейчас не сдаваться.